Человек спит, бездомный, а у него вокруг стоят пакеты с едой. У него куча жратвы, ему накидали денег, он пойдет купит себе бухлишко и пойдет там дальше тусоваться. Так, ну что, друзья, всем привет. Утро субботы, это значит, Нью-Йорк просыпается. Ну, просыпаются не все. Как мы видим, куча бездомных еще спят на улице. Ну, а вот кто-то уже проснулся и оставил свой домик. Много-много-много бездомных. И вообще в Штатах на улице бездомных гораздо больше, чем у нас. Я про это рассказывал. В разных штатах по-разному обстоит ситуация. Где-то больше, где-то меньше. И часто это вызвано тем, что в Америке нету в нашем понимании, как у нас говорят, дома сумасшедших или каких-то подобных заведений. И многие люди с психическими отклонениями оказываются просто на улице, когда они не могут приспособиться к такой жизни. В Америке не просто иногда бездомно, а именно всякие психи ходят по улицам, живут, но они довольно спокойные. Хотя и бывают так, немножко агрессивные, но в целом все нормально. В плане социальной защиты здесь дела обстоят похуже, чем у нас, поэтому на улице действительно много бездомных. Но это не всегда такие бездомные, как у нас. В Америке часто можно увидеть молодежь, такую прилично одетую, неплохо выглядящую, которая бомжует, потому что у них нет денег. Это не всегда опустившиеся на дно бомжи. И я вам показывал про Сиэтл, там целый город бездомных есть под эстакадой, там сотни человек живут, у них там дома. И эти люди работают, у них часто есть семьи, просто у них нет возможности снимать жилье. А жилье довольно дорогое, и иногда можно просто спокойно жить на улице, экономя много денег. К этому прибегают в том числе вполне обычные люди, которые, например, поехали на заработки и по какой-то причине просто не смогли найти себе жилье. Все очень дорого. Жить недорого в жопе мира, в жопе Америки или бомжевать на улицах Манхэттена выбирают последнее. Они, кстати, неплохо зарабатывают. Если вы посмотрите вечерком в их корзинки, то увидите там довольно много денег. Плюс люди им оставляют еду. Часто можно увидеть, что человек спит, бездомный, а у него вокруг стоят пакеты с едой. То есть люди покупают еду, прямо перед ними оставляют. Он проснулся, у него куча жратвы, ему накидали денег, он пойдет купит себе бухлишко и пойдет там дальше тусоваться. Это ли не сказочная жизнь? На каждом перекрестке будет обязательно кто-нибудь сидеть. Да, обычно люди пишут, что я бездомный, пожалуйста, помогите, пожалейте меня. Ну и кто-то их жалеет, и кто-то им помогает. А у нас тут церковь активно приветствуется любовь, написано «Любовь welcome». Все поддерживают ЛГБТ права. Кстати, можете ли вы себе представить что-то такое у нас? Обратите внимание, здесь любовь победила вообще все, что можно. Всем добро пожаловать. Даже беженцам. Вот видите, у чуваков плакат, что беженцы добро пожаловать. Значит, это у нас новая инсталляция. Это золотая клетка, наверное. Смотри, это наверняка золотая клетка с турникетами. Понятно. Но китайцы, китайская оппозиция уже разместила здесь свою агитацию и рассказывает о том, как коммунистическая партия вырезает органы у бедных комсомольцев, которые слушались заветов Мао. Так, а что у нас здесь? А здесь у нас еще одна клетка. То есть они одну клетку поставили на 5-й авеню около Центрального парка, а другую они поставили в самом начале 5-й авеню. И здесь же уличные музыканты, куча народу. Вот такая площадь. Отсюда берет начало 5-я авеню. А дальше у нас уже вместо 5-й авеню идет Томпсон-стрит. Мы с вами постепенно входим в Нижний Манхэттен. Да, мы сейчас с вами гуляем по Сохо, и тут уже совершенно другая атмосфера. На стенах появляется все больше надписей. Здания не такие высокие. Кучу всяких модных магазинчиков небольших, какой-то одеждой, аксессуарами. Куча всяких кафешек.
И, в общем, всякий модный народ здесь периодически погуливает. Вот. Но, конечно, сюда уже пришли все сетевые магазины. И здесь уже нету той доброй и душевной атмосферы. Настоящие хипстеры давно отсюда уехали. Открою вам небольшой секрет, друзья. Как узнать, что мы находимся с вами около китайского ресторана? Ну, для начала можно посмотреть на вывеску. На вывеске будет написано что-то, что это китайский ресторан. Можно принюхаться к запаху. Будет соответствующий запах. Ну, еще одна черта китайского ресторана – это банка с маслом, которая висит около вентилятора. И они всегда вешают, иногда вся стена будет засрана маслом. И если вы были в Китае, то вы наверняка обращали внимание, что около вентиляции, которая от всех этих китайских жаровин, оттуда просто выливается черное, отвратительное, отработанное масло. Это все, на чем готовят еду. Это все, что находится в воздухе. И вы представляете, как эти люди дышат этим на кухне. Вот. А вот здесь вот нету вот, соседнее заведение. Здесь вот просто, блин, какой отвратительный запах. Вот. Здесь просто и все это таким покрыто слоем черного ужасного жира. Кстати, если вы помните мои репортажи из Китая, то вы должны примерно понимать, из чего они это готовят. Никогда не ешьте в уличных китайских забегаловках, особенно если там что-то жарят в масле, потому что это не всегда масло. В качестве масла используют просто редкостное говно. Вот такие вот домики яркие у нас попадаются. Какие-то старые деревянные рамы наклонные. Это такая вот классическая нью-йоркская застройка с пожарными лестницами. Раньше, кстати, когда в Нью-Йорке была жара и еще не было кондиционеров, люди часто спали на этих пожарных лестницах ночью. Там был хоть какой-то намек на прохладу. Сейчас, конечно, на них уже никто не спит, но на старых фотографиях вы можете увидеть целые семьи, которые на ночь располагались на улице на этих пожарных лестницах. В Мадагаскаре начинались из этого зоопарка. Да, вот вся история в Мадагаскаре, она начинается вот здесь, в этом зоопарке. С ума сойти. Настоящий тропический лес. Птички. Она живая? Живая, конечно. Птица жрет нашу камеру. Это живые? Ну, живые, конечно. А что не летают? Ну, они летают. Постоянно летают? Да. Но некоторые спят, так, некоторые летают. Они просят вспышкой нет не светить, но вспышка раздражает. Красота. Павлин собирается в побег для 3-го сезона Мадагаскара. Попугай. Опоссумы. Как он называется? Мангуст. Мангуст. Попугай. Какие-то неправильные обезьяны. Какая-то. Ну как? Это какая-то обезьяна-панда. Значит, лебедь и крысы забрались вон в кормушку к лебедю и пи***ят лебединый корм. Дожили. 3 крысы. 3 гигантские крысы жрут лебединый корм. Одна крыса вон еще на коряге. Еще вон, слушай, там вообще крыс этих миллион. Навалом, вон они. Да, они повсюду крысы. Мне кажется, может, какие-то легальные крысы. И голубь, и крысы, и лебединую еду. Это сейчас они здесь, а завтра они пойдут в Смит и Валенский. Да. И будут пить стейки. Там они. Это красные панды. Красные панды, да. Или рыжие панды. Ну, панды красивые. Так, это у нас Мишка спит. Она берет там рыбу и каждому запихивает. То есть это те самые пингвины, которые в мультике съебались. Да, эти пингвины в мультике съебались. Фу, газ мне в глаз, мы все еще в Нью-Йорке. Это эти капибары, которые какают кубиками. Почти капибары. Утя.
25 центов. Трынк тебе высыпается корм. Можно покормить. И ты кормом этим... По-моему, это как раз то, что капибары делают. Кубики. Тут же Лама живет вместе с каким-то овцем. Аккуратно, они могут плюнуть. красота. О, видишь, лужайка Да. с 9 до... С 9 часов они ее открывают. Видишь, никаких игр, что она восстанавливается. Ее все разбили. И сейчас она самовосстановлением занимается. Ёбнется оттуда, и все, и сразу все закроют. Да. Мало им не покажет. Ну, сколько лет уже никто не падал оттуда? Ты возмущен или восхищен? Скажем так, я не восхищен. Ну, заинтригован. Ну да, но что-то в этом есть. Настоящие пчелы и настоящий мед. Здесь у нас свежий хлебушек. Здесь у нас салатик, яблочки. Но все это невкусно. Нет, Все... подожди, ну вот смотри. Но это все несъедобное. Они некрасивые. Значит, они вкусные. Нет, вкусно в Америке ничего быть не может. Оно не пахнет, оно пахнет бумагой. Вино, рислинг. Смотри, знаменитый деревенский рислинг. Что-то не убил папу. Да. Ганди, да. Уличные шахматы. Нардово. Да, народ вот собирается и играет в шахматы. Иди, обнимашки, давай, смотри. Вот. Так, у нас тут демонстрация в поддержку. Геноцид! Ёб твою мать! Геноцид! Это у нас поддерживают права. Gay rights are human rights. Да, поддерживают права геев. Илья Александрович, являясь сам чеченским геем, не может отпустить эту тему. Побежал, бегом побежал. You don't speak Russian? No, But do you know where Chechnya is? it's in southern Russia. Huh? Southern Russia. Southern Russia? South. Okay. Stand up, fight back! When human rights are under attack! What do we do? Stand up, fight back! I'm from Russia. Okay. Do you know where Chechnya is? Yes, Where? it's in the southern tip of the whatever that water is. I can't remember the Black Sea. Okay. It's on the near Georgia. And do you know what's exactly happening there? Yes, So, gay men are being, in you- Chechnya. Gay men are being thrown off of buildings because Yeah, they're but that's goes from what? From television or gay. It's from people who have been there and come back. Oh, okay. It's firsthand All right. information. Thank you very much. Спасибо. Do you know where Chechnya is? Southern Russia. Southern Russia? Yes. And do you know what's going on there? Yes, they're attacking gay people and torturing them and killing them. Where you get that knowledge from? So the newspapers or what? Newspapers and TV, American TV. Are you for our TV? Yes. Так, еще один отставший гей-активист из Чечни прибежал к нам только что. Ну вот, так и есть. People of the world, rise up! What are you doing? Rise up for the people of the world, for the people of the world, rise up! Так, это значит, что здесь проходит митинг, и по случаю митинга их отвели в такой загончик. Вот в Трампа кидают бумажными полотенцами почему-то. Вот никто не хочет участвовать в этом шоу. Напротив Трамп Тауэр сделали загончик и митингуйте. Так,
Ну что, друзья, у нас темнеет, и это значит, что 5-я авеню загорается огнями витрин многочисленных магазинов. Здесь не протолкнуться от туристов. И вот эти вот мерзкие ларьки с всяким говном, от которых ужасно воняет, идет постоянный дым, потому что они жарят сосиски. Здесь еще обязательно какие-нибудь наши африканские друзья торгуют поддельными сумками. Они, видите, делают на простынях, потому что там такая веревочка. И если идет полицейский, он в момент эту простынь собирает в мешок и убегает. Вот. Прямо в самом центре Нью-Йорка. Вот так вот выглядит это в собранном виде. Ладно, в Москве в подземном переходе под охотным рядом постоянно тусуются бомжи. Поэтому, конечно, мы можем себе такое представить где угодно. Какая-то японская... Так, мы пришли в легендарный Кац Деликатесен. Значит, здесь по сообщениям Васи Обломова, да, здесь подают лучшие пастрами или как? Лучшие или лучшую. В общем, здесь хорошие или хорошие пастрами. Куча народу, непонятное количество очередей, огромный зал и все весело. Ну, надо проверить, давай. Да, сейчас проверим. Смотри, пастрами вот пастрами. Вот пастрами, ну выглядит аппетитно. Без клеси хлеб убрать, вот я пока вижу, выглядит аппетитно. Можно я привет передам? Давай. Постоянный просмотр тебя. Даня. Да, сначала надо попробовать и сказать ему. Да, безвкусно. Значит, выглядит это так вот. Это пастрами, это брискет. Я вам скажу, что брискет просто пресное какое-то непонятное мясо. И, ну, в Техасе за такой брискет бы закрыли заведение. Да, в общем, тут у нас все известные Джерри Льюис. Да, я здесь мало кого знаю, но мы уже нашли Билла Клинтона и вроде бы как бы Горбачев. Вот так вот. Кац Деликатесен. Объективно ходить сюда не стоит. То есть я не получил особого удовольствия. Мы посмотрели брискет, посмотрели пастрами. Так себе. Пастрами есть можно на 4 с минусом. Брискет есть вообще нельзя. Если бы они открылись в Техасе, их бы сожгли и они больше бы не работали. Да.